Море по колено, горы ниже пояса. Мы заставим нас уважать. Не выражай свою позицию. Не люди. После протестов ужесточается закон. Мы молимся на этот один трубопровод. А как поведет себя рубль? Типа он будет стоять надежно намертво. Легко воткнуть нам нож. Что нам теперь умирать, что ли? Скучно, девочки. В эти выходные будут митинги в поддержку Навального и говорят, что возможны митинги в поддержку Путина. Не кажется ли вам, что могут быть тут столкновения? Но это самое, кстати, неприятное, вот эти разборки между белыми и красными. Уже было такое. Стенка на стенку, гражданская война от этого происходит. Чем потом все это заканчивается? Все, в общем, хаосом, разрухой, и все приходится начинать с нуля. Были такие примеры, и не хотелось бы повторения этого. Я, вообще говоря, сторонник того, что имеешь позицию — выражай. Не нравится что-то — скажи, не держи в себе, иначе тебя изнутри разорвет, не очень это хорошо. Но также мне не нравится, когда одни люди приходят, говорят другим: не выражай свою позицию вообще. Ну как это? Если взять легальность митингов, я, например, думаю, что было бы целесообразно сделать легальным выражение этого мнения сторонникам Навального. Почему эти все митинги нелегальные? Пусть они будут легальные, пусть люди выражают мнение. А то вот сейчас, например, будут митинги в поддержку Путина. Они, стало быть, тоже будут нелегальные, ведь они массовые и так далее. Ведь нельзя же собираться массово и так далее. Пандемия и все такое. Да. Кстати, это вызовет справедливое осуждение сторонников, не знаю, Навального или протестного электората и так далее. Слушай, может быть, дать сторонникам Навального походить, продемонстрировать, ведь они тоже в некотором смысле молодцы. У них есть позиция, они идут эту позицию выразить, и точка. А потом, когда все успокоится, да, вот тогда пусть сторонники Путина на автобусах их пусть везут. Как вам кажется, вот эти вот выступления, которые сейчас идут в России, могут ли они привести к тому, что отменят вот этот закон о митингах, который сейчас происходит, когда в любой момент с одиночным или пикетом ты превращаешься в нарушителя закона? Или этого не произойдет, и власть на это не пойдет? Конечно, этого не произойдет. Произойдут только дальнейшие ужесточения. На самом деле, мне бы хотелось бы, чтобы это произошло, вот честно говоря. Я считаю, это не очень верно зажимать гайки. Но, еще раз говорю, во всем мире после протестов ужесточаются законы. Наше правительство, в общем-то, ведет себя, вот за редким исключением, примерно так же, как и другие правительства. Просто наши власти выбрали какой-то способ поведения демонстративный, силовой. На самом деле, я не очень понимаю этот способ, потому что этот способ — это эскалация. Эскалация в данном случае, затребует следующее, больше ресурсов вовлечено. И вот теперь уже это видео, по-моему, про дом уже 100 миллионов людей посмотрели, да? Что это? Теперь уже весь мир этот дом рассматривает как, и все его называют дворцом Путина, хотя там официальных данных нет, расследований никаких нет, но все уже называют 100 миллионов. Почему это? Потому что способ ответа на возмущение или выбран такой, который приводит к увеличению содроганий, и информационное поле увеличилось до нельзя. Все. По поводу дворца Путин дал ответ, дал комментарий. Если коротко, не мое. Как вам ответ? Удовлетворил вас? Я смотрел этот ответ, я запомнил только одно: придумали бы что-то другое, девочки, что-то он такое сказал. Скучно, девочки. Скучно, девочки. Во-первых, я увидел очень много стёба в этом ответе. Вот это такое обращение с людьми, кто задает вопрос, и с аудиторией, скучно, девочки и так далее. Мне не понравилось. Вот и все. А что касается не мое, я видел, что он сказал. Он сказал очень четко, он же юрист. Он сказал: в реестрах не написано, что это я. Так и в фильме нет, что это он. Да. Официально. Да. В реестрах не написано. У нотариусов, говорит, нет ни одной записи, что это я. А то, что Песков сказал, что реальных хозяев некорректно называть, как вам кажется, действительно некорректно, нельзя, мы теперь никогда не узнаем, кто хотя бы формально владеет этим дворцом. Слушай, для меня этот дворец — дворец Путина.
То есть я не формалист, не юрист, мне налогов с этого имущества не достается, поэтому, слушай, ну он уже прописан в истории, да, как дворец Путина. Даже если у него найдутся другие владельцы, например, Трамп им владеет, он все равно будет называться этот дворец Путина. И когда-то, если у меня будет возможность, я буду по югам там путешествовать. Я, конечно, хотел заехать, посмотреть, и там наверняка на путеводителе или на какой-то там брошюрке будет написано: в народе зовут дворец Путина. Ну, я не знаю, то есть мне кажется, надо заканчивать это обсуждение, мне кажется, все понятно. Давайте про экономику чуть поговорим, конкретно про санкции. Евросоюз явно пока не пришел к общему знаменателю. Одни страны говорят: давайте санкции и закроем Северный поток, заморозим. Германия вроде бы не соглашается, Америка понятно, что за то, чтобы закрыли. У вас есть какой-то прогноз вообще на эту тему? И если все-таки санкции против Северного потока будут, то чем нам, обычным гражданам, это грозит? Знаешь, уже многократно подтверждаю одно и то же свое мнение. Мы давно в глубокой экономической заднице находимся. И по внешним причинам, да и, в общем-то, по внутренним. Поэтому еще одни какие-то санкции по какому-то там трубопроводу ничего принципиально не изменит. Потому что мы молимся на этот один трубопровод, или на 2, или на 3. Ну, наша зависимость от некоторых мегапроектов такова, что получается, ну, слушай, сломался он, там, метеорит туда попал и так далее. И что, нам теперь умирать, что ли? Само по себе, ну, политизирование этой темы, то есть, ну, ее манкирование, да, ну, говорит о том, что мы очень слабы. И потому Западу, ну, или там очень легко воткнуть нам нож. И там вот этот вот скальпель поворачивать так, чтобы больно было. Вот. И мы никак не можем избавиться от возможности наносить нам такую боль. Мы заставим нас уважать. Мы такие доминирующие по энергоресурсам. Мы станем самой доминирующей державой. Кому понравится, что рядом с тобой под боком живет такой доминирующий монополист или такой тиран. Поэтому политики в Европе и в Америке, они, в общем-то, тоже справедливо говорят: а зачем нам такая сильная зависимость от российских энергоресурсов? И в данном случае они просто пользуются политическим моментом, чтобы выиграть свою игру. Они не хотят зла России, они за себя. Это мы постоянно думаем, почему-то там сидят люди, которые хотят зла нам, а не враги. Да слушай, они за себя. У них там свои какие-то разборки, интересы. Они просто пользуются политическим моментом. И теперь у них шанс ушатать общество, там, взгляды политиков, чтобы те ввели санкции и расширили возможность для бизнеса каких-то других альтернативных источников. Да? Мы молодцы. Поэтому нам больше надо думать не про санкции с Запада, которые нам предъявят, а чтобы сильнее стать. Вот обычно говорят: критикуешь, предлагай. Я, стало быть, критикую, да? Значит, я предложить должен. И я предлагаю. Вот. Ну а если это будет интересно, я об этом расскажу. Поэтому, если тебе интересны мои взгляды на то, как реализовать в России техэкономику, как работать над снижением транзакционных издержек, катастрофических транзакционных издержек, техэкономика, где каждое решение принимается не за чей-то интерес, а по-другому. У меня есть эти конкретные предложения, если хочешь, я их изложу, но ты должен написать тогда мне свой комментарий и что-то мне про себя рассказать. От техэкономики к реалиям российской жизни. Недавно Федеральная налоговая служба сказала, что будет контролировать цены на продовольствие. И вообще, почему так много сейчас разговоров о том, что нужно контролировать цены на сахар, на молоко, на хлеб, еще на что-то? Это сигнал какой-то экономики? Да, это сигнал, но не экономики. Есть такое замечательное выражение: что вы делаете? Я контролирую. Уже давно доказано, что плановые экономики все проиграли экономикам гибридным, где только ключевые направления делаются как такие мобилизационные проекты. Например, в Китае государственные закупки являются инструментом экономического развития. Государственные закупки осуществляются только в тех направлениях,
где требуется поднять внутреннюю промышленность. Например, тяжелая техника, экскаваторы, краны и так далее. Закупаем только китайские. Что получается? 10 лет закупаем только китайские. Что? Китайская техника выходит на мировой уровень. Но по всем остальным вопросам полное дерегулирование. Пожалуйста. Вот когда она растет, набухнет, да, дальше отрегулируем. Пока не набухло, что регулировать? Ну, кстати, Россия стала нетто-экспортером по продовольствию, может, теперь уже и пора порегулировать. Вот. Но вреда от этого, подчеркиваю, больше. Потому что продовольствия много, позиций номенклатур много. Для того, чтобы просто этим заниматься, будут созданы целые там ведомства, опять чиновники, они поустраивают туда своих сват, брат и так далее. Слушай, хорошим это опять не кончится. Потом придется увольнять не просто этажами, а зданиями. Давайте к коронавирусу вернемся. Мы очень давно про это не говорили. Путин Ну, заявил, что коронавирус, конечно. Снижаются цифры, что все, в принципе, становится лучше, и скоро будут снимать ограничения потихоньку. Как вам кажется, скоро ли это все закончится, и начнется ли какое-то оживление экономики? Обязательно будет оживление. 100%. Но это такое пировое оживление, не связанное с экономическими факторами, а с тем, что денег допечатают. Это допустимо. Называется, если в организм человека резко закачать, например, 2 литра крови, у донора взять 2 литра крови, то ощущение, которое мы будем испытывать, это такой эйфорический прилив, много сил, какое-то время. Сейчас будут такие инжекции проведены, потому что резервный фонд был влит в экономику, то, сё, 5, 10. То есть это такая оживляющая штука будет. Причина этому проста. В Америке напечатали, внимание, 10 триллионов долларов за последние несколько лет. 10. Напомню, экономика России, ВВП 2. 5 экономик России взяли, напечатали. Да, пусть будет. И это только видимая часть айсберга. Да? На самом деле количество денег растет не по дням, а по часам. Если взять график, как растут деньги, раньше деньги в мире прирастали как-то так, потом так, сейчас деньги вот так прирастают. Денежный навес. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас просто будет реэвалюация всего. Цены будут расти. Денег будут становиться больше, но покупательская способность денег будет падать. Поэтому, когда люди измеряют свой доход в номинальных тугриках, она, может, и будет расти. Давай посмотрим на покупательскую способность. Что на эти тугрики можно сделать? И если раньше мы соизмеряли рубль, например, с долларом, мы говорили, курс доллара, что-то курс рубля там падает. Слушай, так сейчас покупательская способность доллара за следующие 5 лет упадет в 2-3 раза. Это доллара. А рубля? А как поведет себя рубль? Типа он будет стоять надежно намертво. Да сейчас. Такого никогда не было и не будет сейчас. Экономика России очень сильно привязана на доллар. Поэтому в России будет снижение покупательской способности, то есть хорошего ничего не будет точно, а оживление будет. Такое наркотическое оживление, как я называю его, да? Когда перед тем, как ты войдешь в депрессию и в ступор посталкогольного опьянения, да, такое все, да, то есть такой период эйфорический, когда тебе кажется море по колено, горы ниже пояса, и ты такой идешь, ты такой весь сильный, и ты бы хотел оставаться в этом состоянии, но это продолжается минут 15, полчаса, а потом начинает накатывать. Поэтому мы уже прошли эту фазу, когда эйфория у нас, видимо, она была очень короткая, мы ее не заметили. Вы сказали, что не все заметили эйфорию. Я думаю, что это мягко сказано, что не все заметили. Большинство, наоборот, находится в такой панике, тревоге, неопределенность, непонятно, что дальше делать. И экономический кризис, и политический. Вот в такое турбулентное время есть ли какая-то схема, как жить, как себя сохранить? Да, конечно. Сейчас расскажу про 3 постулата, как я себя сохраняю. Значит, пункт 1. Надо заниматься собой и своими делами. Важно, конечно, знать, что там на Сахарова или где там на Трубной, или где там протестуют,
Важно же знать про дворец, там, Путина он или чей-то. Да важно, конечно, важно. Важно не отвлекал, чтобы этот шум от главного, от доходов. Твои доходы должны расти. Твоя семья должна быть защищена, и качество жизни твоей семьи должно расти. Вот это важно. Второе. Важно помнить, что кризис все-таки это время возможностей. Время, когда сломались предыдущие тренды, они перестали существовать, где все было поделено, все было как бы ясно и сложно было пропихнуться, да? В момент кризиса много чего ломается. Многие убегают, многие закрывают магазины. Перекупи у них этот магазин. Или возьми в аренду за 3 копейки. Например, кризис — это время возможностей, надо не забывать об этом и пользоваться. Ну как не пользоваться? Не пользуешься, значит, кто-то пользуется. Вот и все. Третье. Конечно же, ветра или вот эти катаклизмы, большие, и надо иногда переждать, затаиться, потому что очень большие ветра, вот эти вот прям сотрясания, да. Но когда самый основной ураган, ветер, порыв прошел, нужно обязательно поменять стратегию. Очень важно поменять. Стратегия сохранения не дает результат. Стратегия сохранения, в которой тебе плохо, длительное время, тупиковая. В общем, обобщая, я скажу так. Жизнь меняется, и вы должны меняться. Тот, кто не меняется, тот прозябает. Я желаю вам удачи. Подпишитесь на мой канал, расскажите о канале своим друзьям, близким, всем, кому добра желаете. И я жду ваших комментариев, вопросов, чтобы в следующем выпуске ответить на них.